угольная отрасль развивается удовлетворительно в России. Она выросла за прошлый год на примерно 10%, порядка 330 миллионов тонн, чуть-чуть больше. Дальше закончила год с прибылью, цифра называется 136, по-моему, миллиардов рублей. Ну, такая довольно приличная прибыль для отрасли. Дальше в планах ставится задача нарастить до 30 года объемы производства примерно в 1,4–1,5 раза, там в разных вариантах. Соответственно, на мой взгляд, эта задача абсолютно реализуемая. Ну, там есть проблемы с транспортировкой, потому что 100 с лишним миллионов тонн дополнительных нужно возить. Из явных проблем и очевидных, что рост в основном идет за счет экспорта. То есть в этом смысле структура потребления внутреннего, она не слишком хорошо, ну, так скажем, сбалансирована, потому что доля газа продолжает расти, нефть, она тоже на достаточно большом уровне, доля угля, она относительно, ну, на мой взгляд, недостаточная. Надо думать о том, чтобы угля, в принципе, потреблялось внутри страны больше. Тогда отсюда, соответственно, проблема как раз экологически эффективного и экономически эффективной работы с этим углем. На мой взгляд, здесь мало чего, ну, дельного, в том числе и в законодательной области, успели сделать. Это одна из задач, которую комитет будет решать, рассматривать, как по золе, по золошлаковым отходам, так и по современным методам работы с углем, в том числе проблемы гидрогенизации, синтетические топлива, ну и так далее. То есть, и на мой взгляд, безусловно, большая проблема связана с безопасностью. То есть, если, ну, несмотря на то, что результаты за прошлый год в этой части были такие удовлетворительные, по-моему, там 0,15, да, было в части на миллион тонн. То есть это хорошие результаты по советским меркам. Но тем не менее, если посмотреть, как законы на эту тему написаны, я потому что помню по дегазации, как закон был написан, они, на мой взгляд, неудовлетворительные. В том числе иногда это связано с тем, что отдельные технологии утеряны. Вот мы обменивались перед этим. Там, например, надо обязательно больше вертикальных стволов, да, для того, чтобы дегазация была эффективной. Оказывается, и по инвестиционным соображениям, и по технологическим соображениям это часто в нашей стране не делается. Но резюме мое такое, что в принципе отрасль удовлетворительно развивается и будет удовлетворительно развиваться. И понятно, что нужно в этой части делать, в том числе и законодательной власти. Угольная отрасль достаточно капиталоемкая. И, соответственно, если говорить о том, что ее нужно действительно серьезно модернизировать, в частности, вот все эти вопросы, которые в программе подняты, и необходимость повышения производительности труда в отрасли, все это на самом-то деле достаточно недешевые, скажем так, мероприятия. Теперь, если посмотреть, например, за счет каких источников наши компании осуществляют свои инвестиции, то очень простая структура. 70% это, в общем-то, собственные средства, 30% заемные. В то время, если мы посмотрим на крупнейшие мировые угольные компании, то у них инвестиционный процесс в основном происходит за счет продажи акций, там дополнительной капитализации. Вот. Соответственно, учитывая, что собственные средства у компании могут взяться, скажем так, за счет амортизации, а заемные средства у нас не очень дешевые, то, в общем-то, на мой взгляд, один из важных вопросов, который надо решать в рамках реализации этой программы, это вопрос некого инвестиционного климата в угольной отрасли. Потому что понятно, так сказать, что собственники угольных компаний не будут инвестироваться, если им это не будет выгодно. И здесь вот такие вопросы, как стоимость денег, способы, так сказать, их привлечения, будут играть достаточно серьезную роль. Вот. Давайте вспомним, что у нас по этой программе предполагается порядка 3,7 триллионов рублей финансирования, из которых средства федерального бюджета это 250, по-моему, миллиардов рублей. То есть в основном это должны быть средства самих собственников угольных компаний, то есть то, что называется небюджетные источники финансирования. И если вот не решить вопросы, связанные в том числе, на самом-то деле, и с длинными дешевыми деньгами,
да, потому что трудно предполагать, что такой объем можно сделать исключительно из собственных средств, то я думаю, что тогда, вот если вопросы не будут решены, то вопрос вообще, будет ли реализована эта программа. При советской власти проводилась добыча, эффективно работала отрасль и так далее, но производилась подработка поверхностных, соответственно, объектов, которые сегодня разрушаются, это и жилье, то есть проблема ветхого жилья. Проблема экологических последствий деятельности предприятий. К сожалению, сегодня большая часть этих вопросов, их не решать нельзя, потому что это жизненно необходимые проблемы. Еще один вопрос, который нельзя не обозначить, это безопасность, охрана труда. Дело в том, что это наукоемкое направление. И просто сказать о том, что мы сегодня будем работать безопасно, наверное, недостаточно. Нужны новые технологические схемы, просто технологии добычи угля. Нужны новые приборы, которые обезопасят работника, да, если вдруг какие-то ситуации будут возникать. 2011 год стал Рубиконом, который Украина перешла в сторону капитализации, в смысле принадлежности к частному капиталу угольного бизнеса в Украине, угольной отрасли. Это такой существенный момент. Да, на самом деле у нас в прошлом году, по итогам 2011 года, Украина нарастила добычу угля примерно на 10%, на 8%, и мы добыли 81 миллион тонн угля. Если сравнить это с Россией, это приблизительно где-то в 4 раза меньше. И здесь можно тогда вот вспомнить как раз тот важный нюанс, в принципе, то, что может нас объединить, о том, что в связи с тем, что цена на российский газ для Украины является высокой и, в принципе, очень тяжелой для бюджета, это неоднократно признавалось как на уровне президента и Кабинета министров Украины, и, соответственно, пути выхода, которые ищут до сих пор власти Украины, они, в принципе, упираются только в уголь, по большому счету, потому что это единственный актив, который является в Украине, который можно развивать. Это если не считать наращивание добычи природного газа собственного. Это тоже момент отдельный, но если говорить об альтернативе, то в первую очередь идет речь об угле. Ну вот если еще сравнивать Украину и Россию в вопросе добычи угля, то здесь существенный момент. В Украине углепром, он многие годы был очень тяжелым в смысле добычи. Как вы знаете, в России у вас фактически больше 200 миллионов тонн, из 300 добывается открытым способом. И даже те 100 миллионов тонн других, которые добываются, они не на больших глубинах залегают. В Украине практически 99,9% это добыча от 300 до 500, и практически половина, 50% шахт, это в среднем где-то 600-700 метров. Это глубокие разработки, и там часто не очень широкие пласты, поэтому проблема состоит в том, что тяжело и стоимость дорогая добычи этого угля. Это усложняет. То есть, если так можно сказать, очень просто в России в этом вопросе немного легче добывать уголь. Ну и существенный момент то, что на самом деле, вот то, что я уже сказал, что в Украине угледобыча она дотационная. В прошлом году было запланировано в бюджете около приблизительно 7 миллиардов гривен, это чуть меньше 1 миллиарда долларов. И на этот год такая же сумма, $1 миллиард на дотации для... фактически это должно покрывать себестоимость угля, которая является очень высокой, и государство покрывает. По большому счету, если сказать простыми словами, эти деньги идут на зарплату шахтерам. В 2011 году как никогда успешно отрасль закончила подводя итоги, отрасль закончила свою работу с показателем добычи
в районе порядка 82 миллионов тонн, ну, если быть точнее, 81,8. И это соизмеримо с показателями 2000-2002 года. Но стоит заметить, что несмотря на огромные, а это в мире порядка 7-го места в мире уровень запасов, промышленные запасы наши, кстати, составляют порядка 6 миллиардов тонн состоянием на 2011 год. Вот. Следует отметить, что суммарная мощность угледобывающей промышленности на сегодня порядка 90 миллионов тонн. И это распределяется в пропорциях приблизительно 50-55 миллионов тонн по энергетическому и, соответственно, 30-35 по коксующим углям. И это все, несмотря на то, что, по моему мнению, остро стоит вопрос повышения, интенсификации добычи угля в Украине. В том числе, исходя из одного из ключевых катализаторов существующих сегодня, речь идет о том, что несоизмеримо высокая и невозможная цена поставок природного газа для потребителей Украины.